With me. Всем привет! И вы на канале Pigeon Polly. И сегодня мы будем говорить о портфолио. Особенно это видео будет полезно новичкам и тем, кто только думает о том, чтобы заняться иллюстрацией, скетчингом, да в принципе любым творческим видом деятельности. Особенно если вы планируете брать заказы на фриланс, вам нужно обязательно показать, что же вы можете предложить заказчику. Чаще всего людей пугает начальный этап, потому что все думают, что портфолио будет недостаточно крутым. У меня же еще не было никаких заказов. Все с чего-то начинали, и об этом стоит помнить. Никто не родился с серебряной ложкой в попе. Поэтому начнем с азов. Что же такое портфолио? По сути, это ваше лицо в профессиональном мире. Или каталог для клиента. Оно должно не просто показывать ваши работы, но и рассказывать историю о вас как о творце, как о человеке. Ведь частенько мы платим даже не за результат, а за то, кто этот результат для нас сделал. Первым делом стоит четко определиться с тем, за что будет платить клиент. Иными словами, мы сейчас будем рассматривать цель и аудиторию. Это основа основ. Стоит понять цель вашего портфолио, зачем оно вам нужно, кто тот человек, который будет на него смотреть. Это самый-самый важный первый шаг. Ваши работы должны говорить на том языке, на котором люди говорят, которым это портфолио предназначено. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, но сейчас все равно объясню подробнее. Когда вы выбрали нишу, например, иллюстрация книг, создание обложек или дизайн упаковки, неважно. Кстати, если вы не можете выбрать нишу, напишите в комментариях, я создам и по этой теме тоже видео. Так вот, выбрали вы нишу, проведите подготовительную работу, найдите 10 портфолио крутых, которые побуждают вас потянуться за кошельком и что-нибудь купить. Даже если это что-нибудь вам не сильно-то и нужно. Проанализируйте, подумайте, что в них такого необычного или что их всех объединяет. И дальше эти фишки мы уже забираем себе в арсенал. Следом подумайте о том, кто же ваш клиент. Это бабулечка на лавке, которая хочет заказать портрет внука? Или, может быть, это бизнесмен, который открывает 94-ю фирму в этом году, и его уже просто заманало самому рисовать логотипы. И каждый из этих кейсов требует своего собственного подхода. Для бабулечки наверняка будет важно, чтобы портфолио выглядело просто, стильно, возможно, с какими-то ретро-элементами, чтобы все было четко, понятно, открыто и прозрачно, чтобы не было никаких мелких шрифтов, чтобы было обязательно лицо человека, который это все нарисовал, и т.д. и т.п. Но это уже детали. А для бизнесмена важно, чтобы логотипы, которые у вас в портфолио, соответствовали трендам, соответствовали тому, что сейчас модно на рынке, были лаконичными и четкими. Пробежитесь по фриланс-биржам и посмотрите, какие реальные заказы существуют, что хотят заказчики. Это очень ценная для вас информация будет. К примеру, очень много заказов на дизайн меню для ресторанов. И тогда вы такие, ага, мы можем в этом направлении развиваться, если это соответствует вашей выбранной нише, конечно же. Также, конечно, фан-арт – это огромное поле деятельности. Создайте свою версию известных персонажей, сцен из фильмов, игр, книг. Это отличная практика и возможность показать свои навыки в контексте популярных каких-то культурных объектов. Не делайте разрозненные рисунки, создавайте целые проекты. Например, дизайн карт в стиле Симпсон или «Игры престолов». Частая ошибка, когда художник пытается засунуть все работы, которые он делал за всю свою жизнь, в одно портфолио. Не делайте так. Я понимаю, как же, это же моя деточка, я же это рисовал или рисовала. Не надо. В этот раз мы должны быть прагматичными, потому что мы хотим кушать. Помимо того, что важен контекст вашей работы, то есть нужно пояснить ее, дать какую-то историю ей, очень важна презентация.
Даже крутые работы могут потеряться, если они некачественно сфотографированы, плохо читаются. Если вы, например, работаете в традиционной технике на бумаге, фотографируйте работы с достаточным освещением. И если необходимо, вот как я на видео, доводите их до идеала уже фильтрами там в Photoshop или чем вы умеете пользоваться. Я использую Photoshop и Canva по очереди. Дальше, чтобы разместить уже работы в какой-то проект, чтобы заказчик понимал, как их можно применить, что это не просто рисуночки, а у них может быть какое-то применение. Если есть возможность, обязательно покажите процесс работы, продемонстрируйте какие-то эскизы, промежуточные этапы. Люди очень любят видеть процесс создания их заказа. И, конечно, важно помнить, что портфолио – это живой документ, который будет меняться и расти вместе с вами. Я делаю свое портфолио на Behance, там это делать бесплатно, поэтому вы можете делать там, но это не реклама, вы можете выбрать абсолютно любую площадку, просто, мне там удобно и быстро, и бесплатно, это главное. Постоянно практикуйтесь, если вы думаете, что там у меня нету заказов реальных, пофантазируйте, возьмите заказы с фриланс-биржи, даже если вы не хотите там регистрироваться, просто используйте эти кейсы как идеи для своих каких-то проектов. Постоянно пересматривайте свое портфолио, не реже, чем раз в 3 месяца, проводите там ревизию, удаляйте какие-то неактуальные вещи, чтобы не было такого, что у вас заказывают то, что вы уже давно-давно не делаете. Я понимаю, что создание портфолио на начальном этапе кажется не таким важным, но вообще это отличная возможность показать свой потенциал и вообще стремление к развитию. Не бойтесь экспериментировать, пробовать новое и учиться у других. Не воровать чужие идеи, а воровать как художник, то есть собирать сборную солянку и добавлять щепотку своей личной магии, своей идеи, своего присутствия в этих ваших уникальных проектах. И уж чего точно не стоит делать, так это рисовать в стол и не показывать миру свои работы. У нас такое огромное количество социальных сетей, вы можете делиться и находить своих потенциальных не только покупателей, но и просто единомышленников, которым может понравиться то, что вы делаете. А если вы делаете это в стол, то никто никогда этого не увидит. Поверьте, момента, когда это сделать лучше, не будет, чем сейчас. Борите свой страх и прямо сегодня бегом выкладывайте свои работы, если вы этого не сделали до этого момента. И вы можете также поделиться своими работами на телеграм-канале, неважно. Короче, делитесь там и, конечно же, поддерживайте других, кто чем-то делится. Спасибо, что посмотрели это видео, и до новых встреч!